мне надо братишкина посмотреть. Он нашел, нет, свою любовь. Пинк Шугар. Братишкин. Меня зовут Вова, мне 21. Дадова. Годик Бля. исполнился недавно. Годик. Кстати, не чувствую себя вообще на 21. Насколько себя чувствуешь? Блин, 16 где-то вот так 54. остался в этом возрасте. Хотелось бы, чтобы он все время был. Не, Вован реально, Твича. Вован 16 Как лет. часто ты Максимум знакомишься 17. с девушками? Половина. Слушай, ну я не знаю, я не знакомлюсь, у меня опыта такого нет, чтобы подойти куда-то и такой: йоу, привет, как дела? Я вот такой довольно скромный чувак. Кто знакомится в 2019 году в жизни, когда можно в Инстаграме написать директ, правильно? Сколько девчонок подцепил ты? О чем речь вообще? Типа, я девственности в 19 лет лишился вообще. Вы что, вы рофлите? Только 2 года как вообще в свободном плавании. Да, только вышел в плавание. Ты считаешь, это поздно или... И сейчас я считаю, что это поздно, потому что в основном гулянки происходят сейчас. Мне просто было все равно, потому что... Некоторые гуляют, в один по-моему, прекрасный до момент что-то потери сказал маме, сознания. что я говорю, пока я вот чего-то не достигну, не хочу себе пару искать, потому что как бы я еще к взрослой жизни не был готов. Сейчас вот что-то я там достиг, может быть. Слушай, ты когда-нибудь заказывал себе девушку? Нет, но я приходил в стрип-бар. Я там как раз и лишился. А лишился девственности в стрип-баре? Я вообще случайно, я пришел приваты посмотреть, и что-то она потом говорит: пойдем туда-то, туда-то. Я такой: ну пойдем. Она говорит: надо доплатить. Я доплачиваю, захожу в эту комнату, слышу бабские визги и понял, мне короче, все. Первая твоя мысль, которая... Сектор приз на ворование! И ваше очко уходит в зрительный зал. Ладно, тихо. Володь, нельзя обижать, он святой. была в голове бинго. Не Ну, бинго. молодой, я такой: ну чё вы? ладно, надо попробовать, 19 все-таки. И все, я помню этот момент, типа, когда... Не, такой, Вован молодец. что-то Вован добрый, пытаюсь, я говорю: очень слушай, у меня... Я вот не знаю, как это, можешь сама, короче, направить, я что-то не нахожу. У меня самое главное было, я влюбился, короче, понял? Проститутку. Кого, блядь? Которая лишила меня девственности. Я такой, типа, что за хуйня? Я шел, я вот так вот... Я вот везде запах этот чувствовал, понимаешь? И сколько тебя держало? Недельку потом я такой: да ну просто, и все. Какие девушки тебе нравятся, как она должна выглядеть? Есть ли какой-то идеал красоты? Слушай, где-то, наверное, в 16 лет я бы, наверное, сказал банально, что сиськи, жопа, там, я такой... Не, сейчас уже не то. То есть я приверженец такой: маленькой грудь, она более эстетична, мне больше нравится. Да, она не обвисает, она прям аккуратно выглядит. Ну, я вам так скажу. На вкус и цвет, как говорится, все помидоры, они разные. Кстати, мне интересно, а вообще, что у кого вообще по предпочтению? Ну, я не знаю, вот. Раскрою вам страшный секрет, свои предпочтения сейчас расскажу. Вопреки, кстати, существующему вот этому мнению, то, что, типа, большая грудь, это там, типа, вообще самый топ. Ну, я не знаю, как по мне, ну, наверное, 2,5-3 это все как бы край. Ну, серьезно, типа. Ну, это мое мнение. Я, правда, не люблю там, когда там 25, Стаж, привет. У тебя все хорошо, не переживай. Хотя, слушай, есть и маленькие мерзкие Хотя, груди опять тоже. же, вот. Силиконовые сиськи, нет? Я смотрел силиконовые сиськи вообще какие есть. Есть капельки, раз тоже а есть фильм шарики. смотрел. Вот шарики мне не нравятся. Ну, я какие на капельки? ощупь не трогал ни разу силиконовые сиськи вообще. Хочешь? У кого? Самое главное, вот, блядь, первый пункт — это уметь готовить. Это пи***ц. Серьезно? Да, уметь готовить. Никто не умеет готовить. Например, если девушка будет тебя устраивать вообще во всем, но не будет Да не ладно. готовить, ты не будешь. Я подзадумаюсь, на самом деле. Порнуху Че, часто серьезно? Бля, да. Бля, порнуху с Паниным, да все, по-моему, смотрели. Чётко. Но только не... Как говорит, да, один великий человек, заходи сразу с двух, давай. Two Girls One Cup. Ты, короче, за прям разврат. Да, но с виду я тихенький маленький мальчик. Неужели, не было желания в первую очередь девушку завести? Чем руки так стирать? Да было, но оно, знаешь, вот, я думаю, поймешь. Ты вообще дрочил хоть раз? А Конечно. то просто есть те, которые говорят: не-не-не, вообще нет. Да это пи***болы полный. Вот я вот вообще вот кто вот тоже ни разу и вот этих вот дрочеров вот осуждает, вот сразу вот просто вот плюсаните. Вот никак, вообще никогда такого не было. Никогда. Вот все в чате. Да это пи***болы в 2 раза больше делают. Нет. Не, бывал такой: так, сейчас бы девушку, такой: да не, пойду передерну, такой...
Она нужна. А что, дети, задумывался когда-нибудь? Пока нет, точно. Я сам пиздюк вообще, кого я воспитать могу, дом? Он правильно говорит. Какие у тебя были фантазии сексуальные, которые ты вот не воплотил в жизнь? Не знаю, тройничок хотел бы когда-нибудь попробовать. Мужчинами. МММ? Это шутка, если что. У тебя были когда-то серьезные отношения? Ты когда-нибудь любил? Да. Да, любил я, наверное... Слушай, у меня на самом деле сложно все с этим было, потому Кроме что первой, кто-то там я говорит. не шарю, что такое полюбить. Я забыл это как чувство, то есть я даже не знаю, может, я его испытываю, может, я его не испытываю. То есть я прям забыл, как это выглядит. Скажи, а кого ты сегодня думаешь себе найти? Нужна чикса для чпоканья. Ну, Альфач! Ай, молодец! Ай, ну давай. Не, ну красиво, прям сразу видно. Прям мужчин, так скажем. Проверяй, один Девушки, идет. меня зовут Вова, я являюсь Да, стримером Вова. с Твича. Все. Я сюда пришел. Просто молча все встали, вышли, блядь. Вместе с операторами, с камерами, с ведущим, блядь. Эти дрова потушили, все ушли. Свет выключили. Я стример с Твича, все, давайте, ладно. Все, давай, потом там это придешь когда-нибудь, наверное. Для того, чтобы найти девушку для дальнейшего общения. Почему они так смотрят? Я не могу. И как и где вы познакомились или знакомитесь с парнями? Настя пишет через друзей, Тиндер, на вечеринках, на курсах, концертах, работе, один раз в Тиндере. Знаешь, как в Тиндере лайфхак делать? Короче, ставишь туда лицо Шрека такого растянутого, и все бабы лайкают, типа такие, типа, ха, там Шрек такой выскакивает. И у тебя дохерища, короче, лайков. У меня так друг сделал. Так, длинная история. Я так друг работал умер, кассиром, он пришел купить покушать, он был симпатичный, я написал ему на салфетке свой номер, он позвонил вечером, мы встречались год, а потом расстались. Так, следующий вопрос. Вы понимаете, какой секс, качество и продолжительность нужен каждому парню? Вечер, Какую говорит, универсальную охренительных формулу историй. для себя вы вывели? Блин, есть такие, вот есть, знаешь, такие нудные люди, вот прям нудные, вот они что-нибудь будут рассказывать. Да, кто меня девушка бросила, я вот, или там меня парень бросил, а почему? Но он сказал, что я очень нудный. Кто я не нудный, кто нудный? Я нудный, нет, я не нудный. Бля, что, опытный, что ли, потом такой? У меня девочек-то сколько, 2 было, бля. Одну я не выебал. Вторую выебал, все, типа, все просто. Во, гениальный человек, прикоснулась к уху и убежала, блядь. Обед минет. Главное оставить его без трусов. Поцелуй Ну, в шею нежно. Мне всё это больше нравится. конечно, Меньше да материтесь, ёпта. пожалуйста. Со старостью и жесткостью. Меньше материтесь, пожалуйста. Заходи к нему на стрим, там вообще стрим без мата. Все как я меру. люблю. А со страстью, нормально читаю. Нежность, Там страсть, безумие. вот а вообще дальше какая-то стрим без формула, мата. Я тупой. Слушайте, ну, наверное, меньше материтесь, потому что это невозможно. Так, Настя, которая скинула фак. Сейчас они мне будут... Одно есть правило, женщина, запомните. Это секрет семейного вообще счастья, семейного благополучия. Правило 3П никто никогда не отменял. Хватит, сука, ломать устоявшиеся вообще правила в этой, мать его, стране, в этом, я не знаю, мире, на этой земле матушки, этой потаскушки, которая это крутится вокруг своей оси. Покормила, пососала, повторила. Все. Залог долгих, крепких семейных отношений. Запомните, женщины, все, кто меня слышит, услышит когда-нибудь. Запомните! Кто бы вам что ни говорил, надо быть такой вот. Никакой не надо быть! 3П, все, конец, все, точка, хэппи-энд, все. Просто отношения, ППП, долгая, счастливая семейная жизнь, все, старость, смерть, все, умерли в один день, все счастливы. Гадости в лицо, да, говорить, что чмо? Ну, я уже сказала, во-первых, много мата, во-вторых... Что по театралам, пацаны? Это самый ужасный. Слышь, факты Вове отправила. Хадость, у тебя на плече что-то белое. Знаете, я вот не хотел бы никого, конечно, обижать, но
обычно, самые, знаешь, такие, я не такая, бля, я жду трамвай, вот сейчас кто постарше, меня все поддержат. Ой, я не такая, я вообще, ты чё, козел. Вот они вот эти вот. Вовочку нашего не выбрала, фак она ему отправила. Блять, хам. Ясно. Это самое ужасное — выгонять людей. Что за дерьмо? Володь, выгони их. Следующий вопрос. Вы Хадрик. готовите мне каждый день, а взамен я вам и дописываете свой вариант. Вы готовите Это мне важно, каждый кстати. день? Вот я, если пожру, все, я добрый автоматом. Без пожрать не проживешь, логично. Мне нравится удовлетворять не только себя, но и человека. Девушку, извините, просто человек абстрактно понять так. Я ненавижу готовить, поэтому ты мне готовишь каждый день, а я радую твой глаз и веду с тобой интеллектуальные беседы. Массаж и букеты белых роз и белых пионов. Ешь. Делаешь мне приятно, 3 точки. Моешь посуду, делаешь каждый день массаж. Вот это, кстати, интересно. Вы вообще в той стране, вообще, блядь, вы в том мире живете. Господи, девушки, услышьте меня, пожалуйста, Христа ради. Алло! Какой массаж? Сейчас батя у кого-то алкаш проснулся и говорит, массаж, сейчас я промассажирую пойду. Тормозите массаж, у вас вырастет поколение этих. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. Ну это же очевидно, конечно же, куник. Что дальше делать? Вот я ненавижу готовить, поэтому ты мне готовишь каждый день. Это прям против политики сейчас моей. Я типа жрать люблю, а тут готовить сам не умею. И моешь посуду. Я на самом деле люблю готовить, но для тебя не очень. Ух, сейчас бы лишнего, блядь, не пукнуть, в микрофон. Ой, как хочется сказать, блядь. Ой, как хочется. Вангую сие баба будет одна, а лет до 50. И окружит она себя кошками разношерстными и разнопородными. И они ее съедят в конце. Конец истории. Жестко. Охуенно, кстати, это зашло. Проверяй. Вот та девушка ушла, я думал, она меня вообще переебет после того, как я выйду. Видела 2 метра. Так, короче, следующий вопрос. Это, блядь, жесткий вообще. Опишите свое голое тело. Это ужасно. Что за дерьмо? Опишите свое голое Ну, тело. значит, худощавый. С волосиками, кстати. Но тут я Чем? брею все. И тут брею. Ну, наверное, раз в 4 дня вот так. Ты для себя, в первую очередь, бреешься. Тебе должно быть комфортно. Хотя, кстати, есть такая тема, то, что если побреешься, то не перепадет. Если не побреешься, то перепадает всегда. Это закон подлости так работает. То есть вот я бреюсь, мне не перепадает, например. Только обычно я не довожу до этого, если я не побрился. Поэтому это бесконечный круг. Слушай, все девочки любят жопу почему-то мужскую трогать. И каждый раз, блядь, все склоняется к тому, чтобы что-то вот в задницу засунуть. Вот постоянно. Ну да, ладно. Володь. Блядь. Пойдем говно молоть. Ну его нахуй. Блядь. Я, конечно, не подстрекатель. А точно это девушки. Бля, я не хочу ничего говорить, я просто лайк поставлю и все. Я поддерживаю, я полностью, да. На Твиче мы все это поддерживаем, да, все. Перешел Никто не осуждает. Ну, мне нравится, но мне не нравятся, в принципе, мужские жопы, и даже своя, потому что она немножко другой формы, то есть она какая-то вот так прямая. Мне больше женский нравится, вот так вот. Вован, брат, тебе не должны мужские жопы нравиться. Не из-за формы, блядь. А просто потому, что они мужские, братан. Не надо! Тормози, блядь! А то, блядь, можно заиграться, попадется мужская жопа формы, как тебе нравится, и ты отправишься, блядь, в свое голубое путешествие, ёпта. Так скажем, точку невозврата это отсечешь.
брат, тормози, найдем сейчас тебе какую-нибудь хорошую стримершу. Эй, чат! Ну-ка там, Володе, быстро в директ там напишите. Его надо вытаскивать из этого... А то потеряем пацана. Да я даже тверкать пытался, кстати. Описать голое тело, учебник анатомии открой. Пам. Красивая. Все четко во всех планах. такой юморист. 90-60-90, остальное только лично тебе. Нежная, мягкая, с формами и недоступная. Нежная, мягкая, чем, как с телом тесто. все в полном порядке. В голове тоже неплохо. У меня красивые стройные ножки, тонкая талия, нежные руки. Оно пленит и манит тебя. Хуя себе. Я что, судебный пристав, чтобы тело описывать? Зашло. Вот Вероника, отвали, ты максимально мне не нравишься, хочу домой. И Настя Р, очень интеллектуальная беседа снова. Потому что сегодня с этим секса, попы и всего остального это интересно абсолютно. Это уже начинает бесить, когда идет четвертый вопрос подряд, там матом что-то, в принципе. Я не понял, чья мать? А? Я, конечно, не подстрекатель, но... Ой, господи. Не буду говорить, забанят. Эмоций хватает только на это. Просто такие женщины. Я сразу маму Стифлера вспомнил. Такие женщины любят настоящих мужчин. Поэтому ничего, что она как бы Вову отсекла. Я когда на эту передачу приду, я обращу внимание. Как говорится, 45, баба ягодка опять. Так что младше не надо мне писать. Ага. Идите. Пошел он! Красава! Я не знал, что это Идите. настолько сложно, на самом деле. Итак, следующий всё вопрос. просто. Опишите свое идеальное свидание. Слушай, это вообще на самом деле я сразу спрашиваю, Куда ты приглашаешь человек хочет на первое пойти. свидание? В рестораны сначала Красавчик. приглашаю. Но это не шаурмечное точно и не какая-то забегаловка. Мне нравится кино и прогулки в парке, это 100%. Мужчина, Нормально. море, огромный корабль, звездная ночь, вкусный ужин и превосходная винишко. Идеальное свидание, оно может быть на питерской крыше со свечами и романтиком. Проснуться где-нибудь на островах и пойти на какое-нибудь экстремальное свидание. Люблю энергию, экстрим, потом можно прогуляться по парку или в ресторан. Даже самое простое свидание идеально, если оно с приятным человеком и место, с которым нам комфортно, по настроению. Знаешь, бывает, я просыпаюсь где-нибудь на островах. Я часто это делаю. Я хотел бы, чтобы все и на Ютубе поделились. Часто вы вообще вот на островах-то просыпаетесь? Может, я что-то не знаю про молодое поколение? Может, действительно всех отправляют на какие-то острова? Я не знаю. И я вот часто на островах. Хочется спокойствия, уединенное место, ну или Какой-нибудь наоборот. работяга вылез в шахты, говорит: Настя, прихожу ночью уставшая давай, домой. расскажи мне, на Даша, каких-то прыгнуть островах с парашютом в просыпаешься? тандеме или покататься на лошадях. Так, и пускай Алина, главное, чтобы было все гладко, без мысли. Ой, блин, ты такой классный, так жаль, так жаль. Удачи тебе, надеюсь, с кем-нибудь ты сегодня Все, увидишь. спасибо. Спасибо. Нормально, девчонка. На самом деле, вот когда видос смотришь, оно немножко по-другому выглядит. Так, следующий вопрос. Каждый день На живу какие там. проблемы своего бывшего вы жаловались своим подругам? Я просыпался, по-моему, только на одном острове в свое время. Это в PUBG, где база, когда я в него играл. Все как бы, у меня был там один остров. Я не помню, на каком я еще где-то острове просыпался. Слушай, ну у меня не было такого, чтобы я жаловался друзьям, потому что обсуждение, я считаю, такое немножко Не, с ним зашкварное сколько дело. общался, не было такого. Но, блин, что я не люблю, это то, что она может курить. Есть, слушай, есть на самом деле, но в основном это... Слушай, я охерел, сколько у нас с Вованом-то общего. Я вот так что-то слушаю его, конечно. Я не пойму, это реинкарнация меня, что ли? Что-то не кажется или нет? А, в Расте, да, еще на острове просыпался, да, кстати. В Майнкрафте, да, с Володей. Как бы это двухсмысленно не звучало, сразу проснулись. Когда в Майнкрафт играли. Слушайте, Если общего вот с у меня, этим например, человеком. много знакомых, которые в клубы гоняют, это Сынок вот чаще мой. всего, как Может одного быть, не кстати. встал, например, там, или как он снял девчонку, там еще что-то. У кого-то может не встать 18 лет, да. Он понял, про кого отсылка, я думаю. Черствовать, отсутствие эмоций, наркотики. В основном его отмазы и вранье. Вообще не люблю выставлять отношения на показ даже подругам. О! Стараюсь не обсуждать Вот это недостатки правильно. других людей с другими. Нихер никогда ничего Особенно, подругам если это рассказывать. был близкий человек, либо хорошее, либо ничего. Прям как про мертвого, кстати. Счастье Сначала любит тишину, заливал, в запомните.
уши, потом врал. Петров, в ясно. основном о вредных привычках. Не Ну, это хотел Пестров, всё развиваться ни в понятно. одной Ой, сфере извините. и сидел на шее. На то, что слишком часто устраивал скандалы на пустом Все месте, знают, и его блядь. вранье. Ненавижу, когда люди врут. Кобели, сука! Плохие парни все. Первое, потому что она очень короткая, Ольга. Я не обсуждаю личную жизнь с посторонними. И это не шутка. Стало и вышло. Чем дальше идем, тем сложнее. Я стесняюсь, типа, передо мной девушки незнакомые сидят. То есть смотрят, к примеру, 5000 человек. Чё Но она ты не щас чувствуешь говорила? того, вот, например, вот тут сидит, вот, допустим, 16 девочек, уже такой, что за хуйня, типа, живые люди сидят. Тем более и выгонять их еще, это очень сложно. Как бы вы ответили на Обнять вопрос, Володю. быть или не быть? И почему? Не знаю, в количестве, наверное, счастья в тебе. Вот, наверное, когда я потерял лучшего друга из-за бывшей девушки. У меня до сих пор нету лучших друзей. Вот мы с человеком Я твой лучший друг, Володь. В пизду друзей, в пизду подруг. Мой Леха самый лучший друг. Все, передайте Володе. Это, я что хотел сказать, то что... Как она называется? Ты понял? Не понял? И я сам не понял. например, с 5 класса вместе дружили, но, знаешь, все время там шутили. Если Никакая вот у вас забав нету не в классе ссорьтесь. долбоебов, Их много. значит, долбоебы это вы. Вот это как раз про нас. Все время совместно, разлей вода были. Когда он вот Бля, так меня предал, он прям я философ. плакал. Если говорит, Я нет в классе обычно допускаю, долбоеба, что значит это вы. Очень мало депрессий у меня, очень мало. Их практически нет. Благодаря вот аудитории. То есть в этом прикол трансляции. Блин, жизнь. Ты вместе с людьми. Так, ответ Гамлет. Позор мне, потому что я не ебал. Я задал вопрос, которого даже не в курсе. Я даже не помню, когда я последний раз книжки читал, честно тебе скажу. Я считаю, что человек занимается тем, что ему интересно. Сейчас я могу задать вопрос, допустим, по стримингу. Кто-то из вас, допустим, будет Пойму, не это знать. реально реинкарнация, И потом что я тоже могу вот так вот высмеять Где? это все дело. Но не читаю я книжки, допустим, не знаю я, кто такой Гамлет. Не смотрю там спектакли какие-то, неважно. Это мой я выбор. очень много Меня книг просто прочитал бесит в то, свое что время. современное общество, оно вот к тебе подходит, ты такой, ты книжки не читал, вот ты быдло. Это вот прям Не служил, человек, который не не уважает мужик. другого человека, то есть его интересы, оскорбляет обязательно, разговаривает на повышенных тонах. Слушай, побывай в Выхино хоть раз, я не знаю. А еще я думаю, что быдло это те бабушки, когда, например, в Побывай в Клину троллейбусе хоть раз. жарко, ты открываешь окно, и она говорит, мне дует. И закрываешь. Я не пойму. Володя. Вова. Ты вообще, вы кто меня постоянно смотрит? Вы вообще слышите, нет? Я не пойму, это что, реально, что ли, человек? Двойник, что ли, мать его? Вообще все мои слова повторяет. Как это вообще возможно? Братишкин твой сын, ты по ходу дела. Да это такая жиза, от которой я каждый раз говорю, что в электричке, что в автобусах. Мне жарко! Иди закрой. И такой мужик весь потный приходит такой, на. Открывает окно. Вот это вот вверх быдло. Ну, конечно же, Это быть вообще, всегда и это- везде. это я бы Быть статью бы вел. всегда быть, ибо так ты все еще имеешь шанс что-то изменить, улучшить, хотя бы попробовать что-то сделать. Быть вкусняшком, быть винишку, быть любви. Яночка, в любом случае быть, а вообще не нам судить. Прости. Быть вкусняшком, быть винишку. Ну да, эти мне нравятся, мне жалко, что их выгнал. Простите, пожалуйста, меня. Не обсирайте. Ну да, он стесняется, и это очень... по мне не видно, но я уже взрослая тетя, поэтому для меня это маленький мальчик. Я, конечно, не подстрекатель. Чего она сейчас сказала? Взрослая тетя? Давайте в комментариях напишем, вот как вы думаете, сколько лет человеку? 54, ну тогда да. Что? Да не, ничего страшного. Пока. 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 Спасибо. А вот если Паван не под ворота бы сделал Следующий штаны, вопрос. вот тогда бы... На какую диснеевскую принцессу ты больше всего похожа и почему? Я вот точно могу сказать, что я похож на персонажа из мультика «Как приручить дракона». Со старой прической был еще похож, мне говорили. Мне 21, и я до сих пор хожу и мультики смотрю. Люблю смотреть мультики, но ни с кем Я тоже мультики часто конкретным залипаю. себя не ассоциирую. Я похожа на себя, и сказка у меня будет. Последний раз, знаешь, какой мультик смотрел? Я тебе говорил. Я приехал в нашу хардплей-зону, в клуб наш, Зеленоград. Чуваки сидели, причем тоже взрослые, залипали, короче, там, ну, парами сидели. Залипали в Angry Birds, когда... И, короче, я на сцену, блядь, попал, когда там эти
птенцы, короче, какому-то там пернатому поют эту песенку. Я сижу, говорю, вот падла, а. Меня прям что-то где-то там дрогнуло. Своя. Нариэль, у нас обеих рыжие волосы, голубые глаза, она русалка, я очень люблю море. Жасмин, арабская ночь, ну очень Они она мне еще сразу нравится. такие. Пускай это будет Тина, но ответ, кстати, довольно оригинальный, мне понравился. Арабская ночь, волшебная. Так, ну а теперь мы, наверное, закончим вопросы, и я бы хотел, наверное, попробовать с вами станцевать, чтобы посмотреть, как мы будем смотреться и танцевать. Блять, проверяй. 100% фейл. Вот 100% я уверен, что Вован не умеет танцевать. Потому что я был на его днюхе. Смотри сейчас. Сейчас, если вангану, я сейчас встану. Вместе. Смотри. Можно пригласить тебя на танец? Не, уверенно подходит, подожди. Так, я правильно делал? Куда ведем? От нее вкусно пахнет. Бля. Ого! Это даже не я делал, между прочим. Ты вообще танцевать умеешь? Нет, я не умею танцевать. Возьми девушку за талию. Так, взял. Двумя руками. А, вот так надо танцевать. И начинай. Чё происходит? Как танцевать? Вы меня что учите? Мой пиздюк. Только папа умеет танцевать. Я вальс в школе, знаешь как, жиганил. С Александрой Натаровой. У нас такая Сашка была. Я к ней подходил и говорю: девушка, в 5 классе, говорю, ах! Там Сашенька с ней еще один танцевал. Я говорю, подвинься. Сейчас профессионал будет. А я в пиджаке, ну ты меня знаешь. Жилеточка такая была коричневая. Я такой, да, пошел. Я вам покажу, как вот. Знаешь как? Так, вы меня позорите тут, что ли? Что, он быканул, что ли? Так, я сейчас... Минус ноги. Типа, вот так, Это да? магия. Проверяй, с рыжей Вообще выйдет. всегда так происходит или нет? Все? Ля-ля-ля-ля-ля, Хорошо, крутит. присаживайся. А сейчас самое уебанское. Не, ну ёпта, ну Володя джентльмен, я прошу заметить. Володя, кто бы там что ни говорил, умеет он танцевать, не умеет, а Володя джентльмен. Хорошо, присаживайся. Проводил даму на место, молодец, это джентльмен, ёпта. А сейчас самое Сейчас. Объективно, если сравнивать, то мне понравилось Сейчас больше рыжий Ирина уйдет, по проверяй. причине того, что С рыжей, не знаю, смотри, она вангуй. довольно забавная, 100%. более скромная была и Блять. чуть ниже, кто насколько я Ирина? понял. Это тоже важно, чтобы, потому что Кто мне Ирина? очень сложно. Это какая? По росту я тоже загоняюсь, потому что мой рост 1,73 м. Остается Ха! Ирина. Карлик. Спасибо. Ой, я говорю, с рыжей остался. Красиво. Все снято. Что еще делают обычно? Я просто не смотрел. Ну, расскажи свои Целуй, эмоции дурак! от этого шоу. Как было сложно, не сложно? Ой, Что бля! ты чувствовал в этот момент? Я чувствовал себя гнидой Ну, последней. Не было сложно выгонять Ай. людей. Это прям мерзко максимально. Плюс Это, кстати, вы 8, вышли ясно. за рамки. У вас, по-моему, 15 было, а не 16. И мне почему-то больше подкинули. И я такой, что делать? Сижу один, они все на тебя смотрят, и ты чувствуешь себя черной вороной какой-то. Очень сложно. Особенно, когда все, причем все, там, без исключения, все были нормальные. Я такие, выгонять надо выгонять. Надо двоих вот сейчас. А там уже все, там просто идеальные Вован ответы, молодец, все я идеально считаю. подходят. Но вот надо Красавчик. кого-то выгнать, иначе это... Ну, вообще, вот в таком формате, насколько было тебе интересно поучаствовать? И знаешь, вот ожидания и реальность. Ну, выглядит все Ну, зубы по-другому. белые, То есть твил сразу какие. могу сказать, на экране это прям другое совсем. То есть не видно, как там участник волнуется или еще что-то. Здесь же, когда ты сидишь, это совсем другое. Мне даже проще, говорю, стримить было, чем смотреть на них вживую. Под конец они стали уменьшаться, я чувствовал себя более свободно. Такой фух. Ну вот танец — это пи***ц. Скажи, где вот, например, вот после этого, вот если вот девчонки, которые сидели здесь, в этом зале, или которые смотрят на... Мать его, как ты это делаешь?
нас на YouTube, хотят с тобой увидеться, Оно нельзя, ребят, познакомиться, где они могут это сделать? Оно нельзя забанить. Где тебя Сразу. можно найти? Любой, даже Скорее тренинг. всего, ВК-фест. Я уже не первый год туда может, летаю, типа, здорово все проходит. Чему научили тебя эти съемки? Какой опыт ты вынесешь? Что надо правильно танцевать, держать за талию. Надо более раскрепощенным быть. То есть они все такие же зажатые здесь сидели, элементарно не понимали, что надо делать. Мы тогда ждем Как дал, блядь, по мастер-класс в стриме, как правильно нужно танцевать. 100 тысяч лайков на этом видео собираем. И я покажу вам мастер-класс. Потому я просто зайду, там все снимут маски. Я скажу, как бы, давайте вы извинитесь, потому что мое, как говорится, да. Угу. Так что держу вас в курсе, как говорится. Ага. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.